трубку тебя зовут? Да позвониться мне по WhatsApp, если можно. Как зовут? Андрей. Фамилия, имя вообще? Завгородний Андрей Михайлович. Давай уже тогда рассказывай мне какую-то историю. Раз ты понял, да? Я ждал, чтобы мне привели Ну, я понял, Мобика, да, вчера я тоже. Мобика привели... Ты с Луганска, Ну да? да, тоже мобилизованный на Луганск. Ну, назови дату рождения пока. Завгородний Андрей Михайлович, 05.06.1999 года. Угу. И именно из Луганска самого? Именно Луганск, да, юбилей. На WhatsApp есть у тебя кто-то? Да. Сейчас остановлюсь, запишешь этот самый номер. Здрасте, меня Владимир звать, я аж должен сказать вам, что это под записи для публикации разговор. Знаете? Понял, хорошо, разговаривайте. Привет. Привет. Как ты там? Как ты там? Да я нормально. Я нормально. Ты на работе? Ты на работе? Угу. Что там, как вообще, что по делам, что вообще? Я тебе не могу дозвониться, в общем-то, на Билайн на твой. А я тебя не слышу, Андрюш. У меня такая же Ты проблема. совсем не... Ты можешь купить себе, можешь купить МТС сим-карту? Слышишь? Ну я ж на мегафоне и так. Ты на Билайн, слышу, у тебя слышу. Билайн, а связь... Я перешла на мегафон, у меня мегафон. Тот же номер, ну, вот этот номер на мегафоне у тебя? Да, мегафон. Ну возьми тогда МТС сим-карту, потому что, ну, я не могу тебя, ну, ты же слышала, как мы разговариваем. Ну хорошо, давай куплю МТС. Что там по обменам, ты ничего не слышишь? Ну ты стоишь в списках, ты стоишь в Красном Кресте, стоишь в Минобороны в списках. Угу. Но вас же там много. Ну, да, Вас там немного. столько много, и ЛНР меняют очень мало. Угу. Ну, ты там Я этот... теперь могу в этом, в Ютубе, да? Да, можешь посмотреть потом. А это Золото. будет еще не понял. Ну, это когда опубликуется. Посылку получил? Да, мамуля, а что там, есть вариант отправить еще пока, по-быстрому? К Новому году еще одну отправим. Ой, это долго. Я надеюсь уже, когда мы попасть к Новому году. Подожди, а ты сегодня записываешься? Да. Сегодня 8-е, 9. Ну, ты думаешь, к Новому году тебя уже поменяют? Да, ну, не знаю, но я просто хочу, чтобы ты мне посылку отправила сегодня. Сегодня не получится, 20-го. 20-го, А как? Там, знаешь, как автоматично вам посылки отправят? Так вы отправили... Никто не соглашает. Ну, понятно, но вы же 5 штук их отправили, они собраны все на непонятно как. Вот первая нормально собрана, а вот это вот, ну, вы, если нет возможности на 5 отправлять, вы лучше, 2-3 нормально соберите. Андрюш, как собрала девочка, и за то спасибо, вообще все в отказ идут. Я понял. Ну и так и... Ага. А что, Скажи. Илона, да, уехала с Херсона? Что там бабушка говорит? Илона в Норвегии. А Ляна? Ляна не знаю. А Владик Потапов? Он в Киеве, но он прячется. А то Чтобы его говорит, на войну не забрать. да тут вроде не мобилизуют, как бы. Ну, вроде как бы да. Что у тебя такие щеки опухшие? Да Я не нормально всё. гайморит? Да, хайморит, но мне капли в нос, понял? Если будешь передавать капли в нос, надо, короче, там записку від родичей, чек положить, и там целая, короче, история. Мне не отдают их. Не отдают капли? Не, там надо, ну, короче, там надо что-то чек ложить с аптеки, потом направление какое-то, или я не знаю, там что-то, ну, кучу всего надо. Ну, с направлением проблема, а чек положим, хорошо. Угу. Ну, постарайтесь отправить еще. А? Первый раз капли тоже не отдали, да? Не. Говорят, вы там работаете, песни украинские учите. Это правда? Да. Выучили уже. Не бьют, кормят скудненько. Да но нет, кормят все это нормально, спасибо. в этом плане все нормально. Отношения все нормально. Только мне чек не нравится, сильно ты отекший. Да, это гайморит. Ты там, я не знаю, я тебя хотел просить, может, ты там в Миноборону съездишь как-то, ну, там понастойчивее будешь, потому что так это будет длиться, это что? Я им звоню регулярно, Андрюшечка, они мне объясняют, что ты в списках пленных. С Красного Креста мне тоже сами звонят, говорят, он в списке пленных. Ну, Красный Крест тут записывался, понял, записался и попросили сообщить там тебе. Справка есть на руках, что ты в плену официально, все официально. Теперь только ждать. Ясно.
Непонятно, как списки работают, непонятно, кого как забирают, выдают. Но ты везде в списках. И в Луганске ты в списках, и в Москве ты в списках. Я уже всех обошла, бабуля тоже. Мгм. Слушай, а ты сможешь скриншот сделать этого списка, если я тебе к экрану так поднесу листок со списком? Нет, конечно. Я Мне отправлю только из СМС. твой список, если там ничего там нет. Или этот... Я отправлю твой список. Дай вопрос задам. Ну, пожалуйста. Вот вы спрашиваете, бьют, не бьют, да. Ну не бьют, конечно, не бьют. И не обижают, да. Песни учат, да, песни учат. А вы не знаете, вот как там наши пленные вообще себя чувствуют? Потому что мы о них вообще ничего не знаем. Не знаю, честно, не знаю. Ну, у этих тут IP-телефония, вот видеозвонок даю сделать, посылки они принимают, отправляют. А что там с нашими? Их бьют, не знаете? Я не знаю, но я вам хочу сказать честно, вот у меня бабушка ходила в часть, они очень сильно удивились, что вы даете позвонить и можно отправить посылку. Спасибо вам за это. Они удивляются, что у нас цивилизованная страна, да? Ну, они удивлены, да, что из плена можно позвонить и что можно в плен отправить Ну, посылку. просто есть всякие конвенции женевские, знаете, есть цивилизованные страны, которые их ратифицировали и соответствующее отношение к пленным. Это при том, что эти люди пришли нас с оружием сюда убивать, представляете? И мы им предоставляем все эти возможности. Я очень благодарна, спасибо вам. Нет, так это не мне и не надо благодарить, это просто надо немножко понимать, что есть страны, где у людей есть права, а есть страны, где у людей нет прав. Ну, вам нравится, вот, да, хорошо, я вас не буду там ни в чем переубеждать. Я вас просто еще один вопрос задам. А зачем наших пленных, наших бойцов украинских в Еленовке взорвали? В ДНР в Еленовке. Зачем их взорвали? Людей. Родненький, не знаю, зачем взорвали плен. Видите Мне как? жалко Видите одинаково, мне они все детки, понимаете? Ну, вы с Луганска ж, да? Мне мужики, мужья, братья. Угу. Мне все спросите у малого, если мне не верите. А я понял. А вы вот говорите, украинские песни их учат. Вы же в Украине жили все это время. В чем проблема с украинскими песнями? У меня нет проблемы. Просто мальчишки, которые возвращаются, мы же все звоним, спрашиваем, как там. Ну и говорят, что песни учат и работают, что никого не бьют. Хорошо. Ну скоро мы вернемся и песни пригодятся. Будем за столом сидеть, петь песни. Хорошо. Хорошо? Да. Алла. Привет еще раз. Да, привет. Ты, я не знаю, можешь продиктовать по-быстрому, да, список? Можешь диктовать. Она что, запомнит все? Да, не знаю, у тебя есть там ручка? Давай, запишу, давай. Там, я не знаю, тебе номера в основном продиктую, там парней, на кого отправить. Номера телефонов? Ну да, тут можно? Давай, диктуй. Чтобы я позвонила и сказала, что с ними все в порядке? Ну да, с ними все в порядке, и по возможности, чтобы на них там собрали посылку, хорошо? Хорошо, давай. Диктуй. Вот. Так. +7. Все, Я давай. для тебя. Давай. Давай, давай. Обнимаю. Угу. Спасибо большое. Можно, да, будет это сфоткать? Давай. Что тут у тебя? Да там по мелочи. Печенье. Печенье. 1 килограмм сосалок. Смактулик. Пососать в пулемет. Молодцы, конечно. Так. Слушай, ну 2 килограмма арахиса в шоколаде, это, конечно... Да не, ну хоть вспомнить. Ладно. Как оно там? Жируете, ребята? Ну, по чуть-чуть. Ну, вот такая вот ситуация. Вот вы в таких условиях, а наши в непонятных условиях. Ну, точнее, как в непонятных. От пленных, от наших мы слышим, в каких они условиях. Ну, звонить дают, да? Ну, им, если дают звонить, то им дают звонить вот в рамках интервью. И на этих интервью, Ну, они же не скажут, как оно есть там. Не, ну, тут хорошо, что если они могут просто домой хотя бы позвонить, это уже хорошо. Ну, да. Но просто в рамках этих интервью, ну, там видно, что там человек садится,
заготовленные вопросы, и он должен на них ответить заготовленно определенный ответ. Ни шаг влево, ни шаг вправо, понимаешь? Но это же единицы, потому что этих интервью они записали, ну пусть штук 10 за все время. Ну и постанова, да, в основном. Я 500. Но наши, ну, не подделаешь, потому что у нас... Ну, у вас тут гуманность, видите. Есть цивилизованные люди, Ну, цивилизованные Женевские страны. конвенции, да. Знаешь, ну вот Красный Крест к вам приходит, мы не можем его запретить к вам приходить. А там А запрещено. там могут сказать, идите. Ну, они нам почти никакой информации не дают. Что там, где там, как с ними. А когда возвращаются домой? Что, когда наши возвращаются? Ну, да. Ну, рассказывают разные истории. И там вообще не сахар, да? Ну, они, понимаешь, врать мне не будут, но я не буду рассказывать это все, потому что они тоже это не будут рассказывать на публику. Потому что они понимают, что там свои пацаны у них еще остались. Ну, понятно. И мы как бы волнуемся, чтобы с ними все было в порядке, да? Хоть бы не хуже. Поэтому мы стараемся про это не говорить. Но я думаю, что ты и сам Ну, понимаешь, я понял. насколько не сахар. Да. Я вот просто не могу понять, то кто здесь нацист в этой всей истории в итоге. Ну, да. Ты был в Светлице, когда мы вот это Да, ставили? да, я с вами же был. Новое что услышал для себя? Как? Не особо. То есть ты знал, что Россия зашла в 2014 году к вам, да? Ну как, я в 2014 году до июля месяца в Луганске был, получается. Ну, мне было 15 лет, как-то я... Не, я понял. Но я вот спрашиваю, новое узнал, не узнал, я имею в виду, очень важно, чтобы ваши, ну, вот по ходу разговора меня 10 раз спросили, а ты знаешь просто, как самолеты ОГА обстреляли? А ты знаешь, как самолеты ОГА Ну, обстреляли? самолет, да. А я не рассказываю, ну, не отвечаю, а продолжаю упорно показывать вам по хронологии, что и как получилось, да? Ну, да. То, ну, ты знал, что до ОГА, да, наши вертолеты Но сбивались. за вертолеты я не знал. Танки российские заходили, СМИ добровольцы этого нигде не было. заходили, уже война полноценно началась. Нет. И ничего не было. То есть огромный промежуток времени, когда уже воевали, с жилых массивов российские ЗРК стреляли в нашу сторону. С Гукова Ростовской области я показывал. Ну да, за девятиэтажкой. Стреляли в Луганскую область, когда она еще была вот не оккупированной. Они стреляли как раз перед референдумом. А потом людям рассказали, что это укронацисты делали. Люди пошли, и некоторые взяли оружие в руки. Понимаешь? Ну как, мое личное мнение, просто я как бы в СМИ вот эти все видео, я не воспринимаю информацию ни с одной, ни с другой стороны. То есть, а сам лично как бы... А у тебя какая сторона? Ну, у меня, я же говорю, сам лично я не был там. То Я есть, понял. У тебя какая сторона? Ты кто? Украинец, россиянин? украинец, но я родился в Луганске. Ну так а что ж ты говоришь тогда не с той стороны, не с той стороны? Если ты Я именно украинец, заполнен СМИ, где кто говорит, одни говорят одно, эти противоположное. Как бы, ну, это я понимаю, это я понимаю. понимаю. Но ты взял оружие и ты пошел зачем-то украинцев Не, ну убивать. мне, как нас, вы же знаете, как у нас мобилизация была. Нас обманом вообще завезли на эту Украину. И оружие выдали уже тут. Это я понимаю. Вот ты просто, ну, знаешь, какая у нас цепочка получается? Ты говоришь, я украинец. Да. При этом какие-то люди выдали тебе оружие и отправили Ну, тебя я убивать понял, украинцев. почему, да. Ну это хреновая история, не? Ну, неприятно. Ну, Почему? неприятная. А если бы ты погиб, ты бы за что погиб? Ни за что. И моя мама не знала бы, под какой куст просто принести как бы цветок. Ну вот, Да. видишь. В этом плане, да. Ну, а непонятные люди пришли из России. Так, где, ну, в чем они вас Ну, защищают? там же, Я как оно хочу еще понять. изначально момент, эти все референдумы. У меня лично из семьи никто на него не ходил. Как бы потом это все сделалось как-то само собой. Слушай, ну не наиграно, да? Сидели в Светлице сколько? 60, около Ну да, 60 3 человека человек. руку поднял. Я попросил. Но я не знал. Я ж приехал, я же никого не знаю. Я спрашиваю, кто был на референдуме? 50 человек из 60 ЛНР, ДНР, так называемый, да? Подняло руку 3 человека. человека. Что говорить? Ну, вот. Я о том же, как бы. И у меня, ну, не знаю, оно произошло самим собой, как бы в стороне от меня. Да ну ты пойми, ну не происходят вещи сами собой. Ну очевидно же, что Россия, если она туда зашла, то она это все и спровоцировала. А вас просто, ну, слушай, я не настаиваю, но тут же ж очевидно, что вас использовали.
Ну, как бы, по сути, да. Я на остановку вышел, меня запаковали, привезли, непонятно. Вас с 14 года использовали. Ну, в 14 года я не лез, мне было 15 Тебе лет. было 15 лет, но твоя мама же была постарше. Она же на референдум не ходила, ее же голоса никто не спрашивал. Нет. Понимаешь? Значит, без спроса затянули сначала в эту непонятную банановую республику, у которой у людей нет прав. Я так понял, люди не поняли, что у них нет прав, но они уже это поняли, хотя бы должны были понять в 2022 году. Ну, когда... преподнесли, как я понимаю, так, что самолет же стрельнул изначально в центр города, и преподнесли, что это стрельнул украинский самолет, и за счет этого... Я ж тебе говорю, я не знаю, что это был за самолет. Ну да, и как бы я тоже лично этого не видел. Я просто беру предысторию, показываю, что предыстория, война идет уже. Ну, да. По сути идет война. Вот. Крым, и потом у вас начинается война. Уже вертолеты украинские над Украиной сбивают. И это никого там не напрягало, что украинские вертолеты сбивают над украинской территорией какие-то непонятные российские Ну, я, видите, даже об этом и добровольцы. не знал. Как бы. А это общеизвестно. Не, я не о том. Я говорю о том, что фактически вас лишили прав уже в 2014 году. А вы на своей, как говорится, шкуре прочувствовали это в 2022, когда вас с остановки да, забрали. Да, Ну вы могли погибнуть? конечно. Ну, Чудом выжил. так где ваши права здесь? Вы хотели этого всего? Нет. Расскажите кратко, вот что, с остановки забрали, когда это было? 23 февраля. Уже 23 февраля, ничего себе. Ну, как 22-го поехали с ночевкой к девочке, 23-го от нее вышел. Пошли провестись на остановку, и, получается, подъехала маршрутка на городке ОР. Из нее вышла военная комендатура, запаковали, отвезли за час, переодели за 2. И все, собрали также по городу. Наша маршрутка собралась за полчаса, за 3 остановки. И еще так все свезли на Валуш, переодели всех. Не очень понимаю. Маршрутки загоняли? Ну, прям маршрутка, гражданская маршрутка с номером 197. Хотя она на городке не должна ездить. Ну, у меня зрение не особо, я как бы сдалека не увидел. Подъехала маршрутка на остановку. Ну, то есть люди думают, что подъезжает маршрутка, сесть в нее. Оттуда выходит военная комендатура, всех пакуют. Вот так я Вот так. пропустил. Понял. И вот так прям едет маршрутка, по остановкам, собирает людей. Да, вот так собирает. Паспорта проверяют. И собирают кого угодно. Кто там за похмелиться шел, кто там за хлебом, кто там с баклажкой с водой, с колбасой, кто с детским питанием. Разные ситуации. Пособирали всех до 55 лет, по-моему, до 60. И все, и завезли. Видишь, по поводу мобилизации, вот мама говорит, там какой-то ваш, там, я не знаю, кум, брат, сват прячется в Киеве от мобилизации. Это парень тоже с Луганска. Слушай, мне тяжело представить, как в Киеве прячется от... у нас просто тупо нету такого, реально нету. Чтобы люди ходили по городу, кого-то дергали. Я вот когда в плен брали, ВСУшники говорили, у них нет принудительной, нет мобилизации. Все на добровольнической основе. Как бы понимаешь, в чем случай? Есть военнообязанные, есть военкоматы. Это все записано. Конечно, повестку теоретически где-то могут вручить. Я так понимаю, это делается больше даже для... Кто-то пытается уехать куда-то на Западную Украину, да? А ему повестку могут по дороге выдать, что ты, дружище, ты дома у себя будь, да? И если надо будет, иди и защищай свою землю, а не петляй куда-то. Я полностью поддерживаю. То есть повестка блокирует выезд за кордон такой? Я предполагаю, я не знаю, но я вполне себе поддерживаю такую инициативу. Но такого, чтобы у нас по городу ходили, дергали кого-то, ты представляешь себе хотя Киев? бы медосмотр должен быть, не так, как у нас. Конечно, одного есть. с ВИЧем, другого без ноги. Не, у нас, во-первых, что медосмотр, а во-вторых, что у нас люди, как минимум 2-3 месяца будут окопы копать где-нибудь и бегать, стрелять, прежде чем их куда-то отправят. Хотя в начале, конечно, было там тоже по-разному. Война началась, на нас напали, что ты хочешь, тут такое, тут все люди побрали оружие, кто в каком состоянии, никто не думал. Понимаю. Это такое дело. Но Киев один может мобилизовать 1 000 000 мужиков. Понятно. Если 100% мобилизация, как бы. Да, то есть это, при том, что это произойдет, прям быстро. Мы видели, как это происходит в Луганске. Да, если так, как у вас в Луганске, то я думаю, что можно и 1,5 ляма натягать, потому что если тянуть всех просто без разбора, да, вот так вот, я просто не представляю себе, что это должны быть за автобусы, и вообще, у нас, Киев, тьма людей везде. Да. Что говорить.
Поэтому я даже не знаю. Ну, Поездами. он молодец в одном, вот этот парень. Что он хотя бы убежал с Луганска. Ну да, в этом плане. Еще в 2014 году. То есть тут уже ему респект. Вот. Ну, нам собрали, значит, эти ваши маршрутки. И куда вас повезли? Ну, в Вауш, там, как остановка Вауш, там какой-то, ну, как уже военную часть сделали. Ну, 2000 человек туда за день раз, переодели всех за 2 часа, ну, просто все вещи в мешки поскидывали, форму выдали. И якобы медосмотр был такой, там, жалобы на здоровье есть, там, напишите какие, написали какие, все, форму выдали. Кто-то гуморески пишет или что? Собирает для будущего посмеяться, типа, а что с этим? Да, погиб. А что с этим? Там ногу оторвал. А какой у него был? А у него там этот самый гепатит. Понятно. Ну, какой был, типа, особые там приметы, татуировки, может быть, там, чтоб тело, я так и сразу заполняю, думаю, чтоб тело потом опознать как-то. Ну, сразу все. Понятно. Переодели, завезли там на склады, 10 дней мы там грузили склады, домой же отзвонились, что происходит, типа это. Потом все, нас как бы 10 дней прошло, там нас привезли на острую могилу, есть там как станция ЖД, выставили вот так, я не знаю, как очень много людей, загрузили в поезд, мы спрашиваем у командиров, куда едем, они смеются, говорят, не знаем. То есть, они понимают, куда мы едем, говорят, не знаем, смеются, там бухают, и что им прикольно. Завезли в Белгород, мы там что, неделю посидели. И оттуда приезжают 19 автобусов на наших, на ЛПРовских номерах. Получается, всех грузят туда, мы же думаем, домой, не домой, куда мы едем. И пересекаем уже Харьковскую границу, Белгород-Харьков, и, получается, понимаем, что мы заезжаем в Украину. Заезжаем в Балаклею на завод, там становимся, по нам стреляют градом, получается, чем угодно. У нас половину, как на взвод 3 автомата, там как выяснилось. И мы вообще не поймем, бегают всякие контрактники. Тебе автомат выдали? Ну, уже да, уже на 10-й день, когда в Балаклее были. Я просто задаюсь вопросом, это же насколько надо безразличным быть к своей судьбе, чтобы вот тебя погнали на войну. Единственный момент, что оттуда просто, не уйдешь, не свалишь. В таких случаях, либо поначалу просто это как, это все, никто не хотел как бы и воевать, и там все мобилизованные, кому надо, у всех есть семьи и дети. Но не так легко просто было оттуда, как сказать, спетлять. Ну, видишь, я могу, конечно, с другой стороны, тебе покажется, что это там рассуждение со стороны проще рассуждать и все такое. Но проблема в том, что вас там много. Понимаешь? Да. По одному, конечно, уйти сложно. 10 человек встает, начинает говорить по факту, что происходит и что им это не надо, и я понимаю, что потом встает за ними 100, и все разворачиваются и уходят. Да было такое, еще пробовали, вот так становимся, 1, 2, 3, и все. Этот командир там взвода, которого поставили, он говорит, становись сюда, говорит, веди, куда надо людей, говорит. Мне свыше, говорит, так сказали, а я, говорит, что могу сделать. А свыше, все. А если так вот все, каждый вечер это было. Нам говорили, сначала демобилизация будет через месяц, через 2, через 3, через 4, через 5, через 6, пока нас в плен не взяли. И получается, вот этим, каждый вечер вот так за столом все сидят, завтра все, командир приезжает, все, становимся, митингуем, марш-бросок домой. Командир приезжает, один сказал, он ему рот закрыл, все разбежались, все что-то делают. Народ может такой, я не знаю, может проблема просто в народе. В менталитете есть проблема, конечно. В том-то она и проблема, что типа все привыкли мыслить как бы толпой, а не каждый своей головой. Там каждый сам за себя уже становится, когда первый выхватит, да и все. Ну, соответственно, такие люди не могут объединиться в какую-то, не получалось. В какую-то аргументацию. Вот этого не получалось. Потому что это же детский сад. Я командир, становись вместо меня, веди людей. Что значит вези нас, вообще мы не воюем. Что происходит вообще? Вези нас домой. Что нас сюда привезли? Что значит? Мне сказали. А он откуда? Из России был или из Луганска? Из Луганска тоже. Наверное, с 2014 года, да, воевал? Скорее всего, там большинство. Это из тех, которые верят, что в Одессе людей невинных сожгли, я так думаю. Мне просто, я говорю, у меня родственники и в Украине есть, и в Америке, и я вообще, мне вообще никогда не надо было. И чтобы меня привезли сюда на Украину, я бы и не стрелял бы никого. Нет, так я вижу, что и мама у вас. Вот с россиянками общаешься, там ни культуры, ни порядочности, вообще ничего. Они в Москве живут, но
сами с Луганска. Ну, вот она вменяемая. Да. У россиян редко такая история бывает, но ты говоришь, не стрелял. Ну как это не стрелял бы? Вот идет ваша колонна, а вот выходит вот ВСУ. Наши Начинают просто- все друг друга стрелять. Что? Не, нас же не ставили в такие боевые прям соприкосновения. У нас не было за полгода ни одного. Ну, вообще-то, конечно, я рисую тебе картину сейчас там времен Второй мировой, если не Первой. Ну, теоретически, если бы такое произошло. Да, ну это тяжело представить, я не знаю. Вряд ли бы кто-то отстрелялся. У кого бы духа хватило, может быть, начали бы стреляться. Остальные бы, я думаю, просто оружие сложили. Ну, идут же стрел. Ну, в принципе, может быть. Да это был бы двухминутный бой, это мясо, так бы было, ну. Потому что воевать, во-первых, мотивации нету, мы на чужой земле, и как бы никому оно не надо. Так, ну, А когда те, мне кто- россияне говорят, что они на чужой земле, я понимаю. Когда мне луганчанин говорит, мы на чужой земле, я не могу, вообще не могу Ну, на понять. чужой земле в смысле... Вы как раз на своей, просто вы под чужим Просто флагом. мы же с флагом Луганска не будем захватывать Киев, зачем оно нам надо? Ну, Ну, это не мы, вы вообще не, Мы не можем этого как бы делать. вы вообще с 2014 года, что Луганск, что Донецк, вы, ну как вы понять не можете, вы не субъектные вообще, вот не субъектные. Вот что Россия скажет, то с вами и сделают буквально. И нет никакой защиты, любви там к народу и так далее и тому подобное. Ну что захотят, то и сделают. Я понимаю, что сейчас вот кто-то будет из Луганска смотреть и понесется вот эта вот фигня. А вы, Украина, не субъектные, у вас там американские хозяева и все такое прочее. Ну откуда вот они вот эту чепуху берут? Я вот не лезу в эту вот вообще. Но я тоже пытаюсь понять. Да, хорошо, нам дают оружие. Да, нам дают оружие. Это что? Ну вот, вон ноутбук я показывал, да? Мне с Литвы человек передал ноутбук, потому что посмотрел, что я делаю какие-то правильно, полезные да. вещи, ему понравилось. Он написал на электронку один раз, говорит, что вам передать, я вам хочу передать. На выбор дал мне 3 ноутбука. Я говорю, ну слушай, ну давай вот этот вот. Он мне передал. Ну, ноутбук этот стоит, ну, реально под 2К долларов он стоит, реально. И все. Ну, это же не значит, что он мною управляет. Ну, Там, что ты или, должен ему или что он мой хозяин, или что. Морально, да, я, ну, если, например, этот человек там приедет там, в Киев, то, конечно, я с удовольствием бы его встретил, там, не знаю, куда-то отвез, пригласил бы в гости и все такое прочее. Ну, наверное, есть такие взаимоотношения. Наверное, не все решается в этом мире чисто дай-задай там деньгами. Тем более, что ленд-лиз, как я вам объяснял, возьмите, зайдите, почитайте. Не безвозмездный. Если у тебя танк остается, который не пришел в негодность, ты его должен либо отдать, либо за него деньги должен отдать. Ну, А то, да, когда он уже не нужен. когда закончится война. А то, что СССР остались должны Америке, еще Россия этот долг отдавала, так это был закон о обратном ленд-лизе различными ресурсами. Но мы такого закона еще не подписывали. Договор. Мы такого договора не подписывали. Ну, это я понял еще тогда. Ну, нету. Ну, как Штаты давали Союзу в помощь в то время против агрессора, так сейчас они и дают нам помощь, опять-таки, против агрессора. Ну, блин, ну ничего не изменилось вообще. Ну, а нам продолжают рассказы про каких-то хозяев и так далее, и так далее, и так далее. Мы же на своей земле, мы в последнюю очередь будем думать, что там будет когда-то спрашивать Америка за это оружие. Не будет, нас сейчас идут убивать. Если ты хорошо ознакомишься, что произошло в Киевской области, Ну, только по наслышкам тут так. про изнасилование 11-летних девочек и все такое прочее, то ты поймешь, что мы в последнюю очередь будем думать о том, что там будем мы отдавать Америке или не будем, потому что защищаться нам надо прямо сейчас. Конечно, конечно. Так, и что, какие происходили действия у вас там? Да ничего, завезли, вот все, говорят, копайте. Ну, первую там неделю блокпосты, потом нас уже расформировали всех по поселкам дачным, ну, как. Ну и все, мы заехали, говорят, тут копайте, тут живите. И мы, получается, ну, у нас наряд был один, это чисто вот мы возле дома ночью мы ходили по очереди и стояли, ну, как бы, вот так стали и стоим, чтобы, ну, как бы нас не вырезали ночью, грубо говоря. И вот так вот мы месяцами просто никуда. Домой не отпускают, и мы просто перевезли и живем в каком-то селе, получается. Там, где из местных, из нормальных людей осталось 3 человека. И как бы и смотришь на них, мы им все, как посылки нам тоже передавали там волонтерами. Ну, сами за свой счет, как бы я сигареты давал, все такое, потому что это страшно наблюдать. Просто обесточенное какое-то место, где остались люди. Ну, не сильно они рады были такому освобождению. Да, я правильно кто понимаю? может быть обрадоваться, когда у тебя ничего нету. Ну, И цены как бы в 3 раза дорогие. ну, в целом,
Луганск, Донецк при Украине был нормальный Мне процветающий в детстве регион. нравилось вообще. Факт, Да. правильно? У родителей было пара магазинов, я как бы ни в чем себе не отказывал. И все было нормально, Да, все было хорошо. да. Тут согласен. Ну вот Майдан, да, там Майдан все говорят. Да я даже не вникал никогда. Нет, так и там и вникать особо и не надо. И не надо, вот и я особо могу не вникать. Я просто знаю, что Майдан, вот Украина, вот ее территория, вот здесь вот у нас был Майдан, это наша проблема. Но это ваша проблема. Мы можем, да, зачем мы нам можем туда ее вникать? решать. Да. Мы можем ее решать с Луганском, с Донецком. Какому-то региону чуть лучше становится, какому-то региону чуть хуже становится. Украина, знаешь, она существовала все эти годы, и помаранчевая революция была. И вот эти вот качели, они происходили туда-сюда. Ну, как бы это политическая борьба, можно сказать, да, если максимально сжато. Но никто людей, как тебя, в автобус не кидал и на смерть не вез. Под флагом чужой страны. А почему под флагом чужой страны? Потому что в то время некоторые особо одаренные из тех регионов подняли эти флаги, по украинским потоптались. Ну вот и вы имеете теперь, понимаешь, последствия. Ну, да. Потому что ну, это русский мир. Ну, надо уже понять, что это такое. Это бесправие. Не, ну одно дело, я считаю, просто если бы нас там даже мотивировали эти СМИ, как бы отправили с оружием по Луганску, Луганской области, и вы бы зашли и взяли меня в плен. Но когда нас отправляют, мы как бы луганчане, и нас отправляют в Харьков. Ты имеешь в виду, что вам декларируют по СМИ, что Ну, если- типа вы должны оборонять Ну, как бы русский свою мир, как да. бы республику? 8 лет мы там слушали и в Да, это поверили, да, да, хорошо. Но когда в Луганске, как бы, ладно, полбеды. Но когда тебя отправляют в Харьков, ну, что я там забыл сам, как бы. Это каждый понимает из нас, и в случае любого боя, ну, какой бы там мог бы быть бой, если мы сами понимаем, что мы тут делаем. И это понимал каждый второй, ну, даже не каждый второй, каждый пятый этого не понимал просто. Ну, просто харьковчане точно так же хотели, чтобы их освобождали, как вы в свое время, если Да я не честно. думаю. Ну. Только они об этом, нет, они просто об этом больше задумывались. В тот момент, ну, в 2014 году так получилось, понимаешь? Не, ну, они должны были посмотреть, что в Луганске в итоге получилось. Я думаю, все должны были передумать. Да, нет, я имею в виду, что, ну, я иронизирую, что они на самом деле они не хотели, чтобы кто-то, ну, то есть это вообще бред, ну, какой, Ну, конечно. какой Херсон, какой Харьков, ну, все жили нормально себе спокойно. Тут зашли с оружием и пытаются мне доказать, легитимный референдум или нелегитимный. Ну, это бред, я не знаю, это выдумали просто и все. Ну, вот Просто как-то обидно, так. что из-за этого страдаем вот, как бы обычные семьи. Меня там еще какие-то, кому дом разбили, кому лишили вообще там детей, ну и как бы, а какие-то два мужичка там решили, понимаете, это все в пиджаках. И вот две республики просто, и теперь еще вся Украина страдают как бы обычные люди. Ну, видишь, проблема в том, что ты так и не понял, что нет на самом деле никаких республик. Их просто не существует. Это либо будет Украина, либо это будет война. Ну, да. Ну, просто потому, что Россию никто не заставлял там это все делать. Не, просто я за то, что люди уже измучены, уже людям Да, конечно. как бы, ну, оно, ну, я не Так знаю. люди же измучены, не Путин. У него все хорошо. Ну, я не хочу прям даже, что это Путин, там не Путин, но как бы. Ну, хотя я тоже не сказал, что у него все хорошо. Что-то он в последнее время кисловатый какой-то. Пафоса поубавилось. Было побольше. Ты думаешь, не Путин, да? Да нет, я не за то, что Путин не Путин. Кто я, как Я бы, понял, ты не хочешь прямо говорить, да? Нет, Ну, а просто не- я вот обычный человек там, Да. и кто такой Путин? Кто такой Путин? Путин это человек, который объявил специальную операцию, в результате которой тебя взяли с остановки и повезли, и Нет, просто если добро, я- что ты если я выжил. что-то скажу о Путине, понимаете, что это Я не, ничего не я изменит. не призываю вас ничего говорить о Путине. А потом- Кто хочет, тот сам говорит. Кто не хочет, тот не говорит. Я ж, ну, в том-то и отличие наших там разговоров от того, что там пишут россияне. Я понял. Ну, что бы ты делал, если бы повторилась ситуация? Ну, в этот раз бы, наверное, сломал бы ногу все-таки. Прострелил бы, скорее всего. Так это ж самострел. Ну да, Что за такое делают? срок. Большой? Так, за самострел вроде 3 года, за дезертирство 10. Самострел, значит, более гуманная Ну история. да, более гуманно. Хотя я слышал историю о том, что пытались прострелить себе ноги, простреливали как-то не так, их перебинтовывали, они продолжали дальше служить. Да, есть такие ситуации, что и пальцы там кому-то оторвало, говорят, на правой руке. Говорят, научишься левой стрелять. Там осколки гниют внутри, говорят, ну, на передовой нужны люди, как бы отправляют
с больницы, ну, в больницу заходит комбат, просто забирает всех вот так, ну, кого пальцем покажет, и ему все равно, кто там чем болеет. Как бы. В этом плане гуманности там никогда и не было. Понятно. А вообще какие-то, ну, боевые действия, что-нибудь было за все время? Ну, обстреливали нас постоянно. Да нет, я понял. А вы? Что вы стояли как, ну Не, ну, у серьезно? нас как, у нас поставили АГС, и получается, ну там или утес, они, если, получается, в ЗСУ стоит, ну, километров 5-6, они стреляют с него на 2 километра в посадку, уезжают куда-то, и потом ставят нас туда, и по нам стреляют уже артиллерия тяжелая, и мы там как бы, ну, сидим в окопе с Божьей помощью. Ну, такая тема, я не знаю. А боевых столкновений таких вот, бежали, нету. Ну, а как в плен попал? До 6 числа в сентябре началось наступление. Ну и опять же, у нас с 5 на 6 слышно было, как техника едет. Мы сообщили, что едет, ну, большое количество техники, по звуку слышно. Говорят, наблюдайте. И как бы 6 числа началось наступление. Мы по рации, что нам делать. А командира как бы нету, у него где-то машина сломалась. И как бы уже, ну, начальство все уже уехало. Ну и мы как, ну, не могли с подвала выйти, минут 10 интенсивный обстрел, беспорядочная стрельба, и в итоге, получается, начали отступать. Пока я там укрылся, не укрылся, раз уже там машины уехали с моими, я вышел, и как бы уже никого нету. Вы один, что ли, остались там? Ну, ну, интенсивная беспорядочная стрельба, и мы как бежали там вот так вот по подвалам, по разным домам, перебежками. И когда я Ну, уже... а кто-то еще остался? Ну, Или ранее, один человек? ну, я как выбежал, машина стоит, и я забежал за дом за нее. А там сзади, я так понял, паренька ранило. Я как бы не настолько хорошо вожу, чтобы сесть в машину, сдать заднюю, собрать всех и уехать. А одному уезжать на ней как бы не вариант. И я прилег, ждал, пока машина заведется, чтобы выбежать как бы и запрыгнуть туда. И выбежал еще один, и человечек говорит, побежали, говорит, там наших что-то нету. И мы побежали с ним дальше, и как опять начало нас накрывать, я забежал, ну, от него отделился, забежал в подвал. И слышу уже из подвала какие-то крики, выглянул, эта машина уехала. То есть, а у нас там было на село 2 машины. Все уехали, как бы я понимаю, что надо, ну, выходить с этого деревни, назад возвращаться уже не вариант. И 3 дня выходил и вышел. Из окружения, в общем-то, я уже не вышел. После выхода как раз вот из Харьковской области в российских средствах массовой информации сказали о том, что это был жест доброй воли. Как вы относитесь к такому жесту доброй воли? Ну, такой нормальный жест. Мы в плену, сколько, 200-х. И, ну, это вранье, ну, как я считаю, это вранье. Какой жест доброй воли, если... Ну, можно так сказать, что жест доброй воли это был от тех, кто успел убежать? Ну, наверное, да. Если, то есть... Начальство, то есть, если все выехало, получается, ну, это если так. Хорошо, а были факты, что выезжали на гражданских машинах? Их очень много было. Не гражданские, а российские военные на гражданских машинах. Выезжали, в смысле, до этого всего? Бежали с Я Харьковской не области. видел. Ну, как бы у нас и было такое, что машины-то отжатые все, в принципе, гражданские. То есть, это было там Нива и Лада 11. Ну, они их у гражданских как бы конфисковывали, ну, я так понимаю, получается. Да, они что на номерах на украинских. Z-ку нарисовали и все. Ну, так, то командир подходит, как бы, предлагает, к местному жителю, например, да? Ну, как я понимаю, это было. Не хотите ли помочь русской армии? Хитро поставил вопрос, как бы, у человека нет выбора. Не поможешь, как бы, ну, почему? Коллаборант, а поможешь, ну, давай машину. То есть так это и делалось. Но это беспредел полный. Но это то же самое, что к тебе сейчас подойдет конвоир Да, и спросит, не желаешь ли ты помочь администрации помыть пол там где-нибудь. Я думаю, что у тебя не так много будет шансов отказаться. Да, отказаться. Да, Правильно? ну, я же о чем и говорю. Только знаешь, в чем разница? Конвоир, он здесь хотя бы без оружия ходит. Ну, да. Тот же с автоматом наперевес. Но я же о чем и говорю, что это как бы на это смотрю, ну, как, и именно, ну, самой, ну, при мне этого не было, но как бы машины-то были, по сути. Так а как получается, машины с украинскими номерами, номера не снимали? Не, ну где-то снимали, где-то нет. И Z-ки вот эти Ну, рисовали? Z-ка, да, вся машина в Z-ках. Вы понимаете, что это Z-ка это как бы современная свастика нацистская, по сути? Ну, по сути. Не, ну я не резал это, я же говорю. Я понял. Ну, первую реакцию я увидел, я ее поймал. Ладно, хорошо. Можно предлагать что-нибудь передать другим
луганчанам. Да какой смысл, если их силой мобилизовывают? Тогда не будем тратить время. Спасибо.